канале Свободный мир. Меня зовут Олег Хазов, и сегодня ты узнаешь 5 способов, как попасть в США. Какие же они? Первый и самый простой. По визе. Виз в США бывает огромное количество. Туристические, деловые, рабочие, для журналистов, для инвесторов, сельхозработники и так далее. Их действительно очень много. Также есть визы для одаренных людей, для самых умных, спортсменов, политиков, дипломатические визы. Также, если вы медбрат или медсестра, вам даже не нужно подтверждать квалификацию. Вы можете получить соответствующую визу и прилететь в США и здесь работать, так как в США всегда требуются медицинские работники, наши спасители современные. Через визу это самые простые способы и самые быстрые, чтобы попасть в Штаты. Второй способ, чтобы попасть в США, это через границу. Вам необходимо прийти на границу с США и на границе попросить политическое убежище. Это можно сделать, например, если вы прилетели в Мексику и пришли на границу США и Мексики и попросили на границе политическое убежище. Там есть проблемы, сложности в том, что вас посадят в тюрьму, и вы там будете сидеть до года, пока все будут выяснять. Положено вам политическое убежище или не положено. Вас не выпустят никуда в Штаты, но если вы все сделаете правильно, и у вас действительно есть основания для этого, то суд станет на вашу сторону, и вы спокойно попадете в США. Это очень неприятная ситуация, потому что если вы с женой, с детьми, то, как правило, очень часто таких людей разделяют. Мы не рекомендуем так делать. Также это можно сделать, например, в аэропорту. Но, как правило, в аэропорт вы не сможете прилететь в США без визы. Но вы можете получить, например, в транзитную визу. Она намного легче получается, чем обычные визы. И если вы полетите, например, из Нью-Дели на Кубу, то у вас пересадка будет в Нью-Йорке. И вам для этого нужна будет транзитная виза. То же самое, когда вы прилетаете в Нью-Йорк, вы не идете на транзит, а идете на границу и просите политическое убежище. Третий способ, как некоторые делают. Мы не рекомендуем так делать, но можно, в кавычках, нельзя все-таки, но тем не менее, так некоторые делают. Это нелегально пересекают границу Мексики и США. Это довольно популярный бизнес, и его контролируют всякие различные банды. Люди так делают, некоторых ловят, высылают, и они так по 2-3 раза пересекают границу. Граница огромная, и ее достаточно несложно пересечь, но мы не рекомендуем так делать. Это очень опасная затея. Помимо того, что вас могут арестовать, посадить в тюрьму, вы получите пожизненный бан за заезд в США, и вы можете не добраться живым до границы США из-за огромного количества банд, которые там работают. Четвертый способ – это запросить политическое убежище в третьей стране, в иммиграционном офисе США. В интернете очень популярно мнение, что так нельзя получить политическое убежище. Но это неправда. Уже миллионы людей получили и переехали с таким способом в США. Это называется не убежище, asylum, а беженство, refuge. В данном случае очень достаточно сложно его получить, потому что вы находитесь не в США, и вы должны быть не в США. Ежегодно по этой программе переселяются тысячи людей. Самое важное, вы должны помнить о том, что абсолютно все услуги по данной программе предоставляются бесплатно. Все юридические сопровождения, все бесплатно. Она состоит из 6 шагов. И даже когда вы все прошли и вам нужно лететь в США, за вас также правительство США покупает билеты
на самолет, и вы прилетаете в США. Единственное, что вы подписываете бумагу о том, что вы обязуетесь возвратить деньги за самолет, когда прилетите в США через какое-то время. То есть не обязательно сразу. Поэтому если вдруг с вас кто-то просит заплатить за консультацию, за оформление документов, за медицинское освидетельствование, за что-либо еще, это мошенники, не ведитесь. Но помните, что такая программа есть, вам не нужно находиться на территории США, и вы запрашиваете убежище. Это правда, такой способ есть для тех, кто действительно требуется, и для тех, кто бежал из страны. Если вы хотите ознакомиться с данной программой и узнать об этом больше, я оставлю ссылку в описании. Там на русском языке все подробно написано, и вы сможете получить всю необходимую для вас информацию. Следующий способ, пятый, самый интересный. Без визы. Официально и легально. На территорию США вы можете попасть, если вы приедете по российскому загранпаспорту на остров Гуам, который находится в Тихом океане. Туда виза не требуется до 45 дней. Да-да, именно этот способ работал до 3 сентября 2019 года. К сожалению, кто не успел, тот опоздал, потому что сейчас этот способ уже не работает. Но он работал с 2012 года по 2019 год. Было очень удобно, очень многие воспользовались, поэтому всегда надо быть начеку, где, чего и как работает, где чем можно воспользоваться, ничего не нарушая никаких законов. Поэтому всегда будьте в курсе событий. Вместо острова Гуам можно предложить не менее экзотический способ. Это приплыть на яхте. Это способ сложный, требует тщательного изучения, потому что там требуется или транзитная виза, для некоторых не нужны визы. Также можно использовать, если, например, вы приплываете, если у вас есть все основания попасть в США, и произошла какая-то чрезвычайная ситуация, вы можете даже без паспорта и визы попасть в США. Вам нужно будет заполнить форму I-193, но это уже будет на усмотрение руководителя порта, куда вы прибудете в США, о том, пускать вас или нет. Поэтому вопрос приплытия в США, там через клубы, достаточно сложный, дорогой способ. Ну, те, кто катается на яхте, почему бы и нет. Я думаю, что это очень интересный способ побывать в США, побродить, погулять. Ну, все зависит от ваших целей, желаний. И там, конечно же, уже много зависит от руководителя порта, который будет выписывать вам допуск в Штаты. Самое главное, что мечты сбываются, и все возможно. На невозможное требуется просто немного больше времени, и у вас все получится. Выбирайте только легальные пути. Я озвучил 5 способов, как люди приезжают сюда. Почти по всем способам я знаю знакомых, которые так попали в США. Это все рабочие способы, но мы не рекомендуем нарушать закон. Чего? Ты рекомендуешь? Мы не рекомендуем. Если тебе пора бежать, то просто подпишись, чтобы получать больше кратких инструкций для решения твоих больших проблем. А если есть время, то подписчики канала с удовольствием прочитают твои комментарии, выраженные в культурной форме. Берегите себя. Пока-пока.